Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Na'Vi CSGO, а мы находимся в кабинете Евгения Золотарева, SEO организации Na'Vi. Всем привет! Здравствуй! Сегодня конец декабря, значит, нужно нам поговорить о том, что произошло в этом году. 21-й был... Каким он был годом для тебя, так, в общих чертах? Ну, так как мы на КС-канале, очень успешным. Наверное, самым успешным за всю историю организации, клуба, и множество рекордов, побед, кубков, и падения были в этом году, и РМР, и Акума, и столько всего, и Six-Man Roster, и ну, давай по всем по порядку тогда. Да, академистов. Давай. Академистов. Хорошо, давай начнем с начала года. Наша победа на Бласте с Валерой. Можешь вспомнить, какие ощущения у тебя тогда были от конкретно этого турнира для Na'Vi, и как изменилось твое отношение к Валере? Изменилось, не изменилось. То есть к Валере всегда было очень положительное отношение, и мы... Ну, профессионально. То есть ты увидел в нем, знаешь, вот тир-1 игрока? Ну, наверное, на Бласте сложно было оценивать, потому что он играл всего одну карту. При этом это карта Инферно, которая, по моему мнению, даже сейчас, наверное, самая слабая у Валеры. Вот, но на тот момент это была самая слабая карта Na'Vi, на которой мы могли себе позволить эксперименты с X-Man ростером. Вот, что касается эмоций, ну, конечно, это было очень круто, и в такое начало года, опять же, казалось, что мы сможем доминировать весь год. Похожие были ощущения на 2020, когда мы начали год с победы в Катовице. Но, тем не менее, в начале года у нас были результаты не самые стабильные. То есть были победы, но были и некоторые поражения. Можешь вот описать, о чем вы думали тогда с руководством? Были ли какие-то беспокойства по поводу того, опять же, Валера, не Валера, с Егором мы там попрощались в какой-то момент. Вот что тогда происходило? На тот момент с Егором еще не попрощались, но... думали об этом, да. Ну, было видно, что он нестабилен. Вот. В свою очередь, Валера тоже был нестабилен, понятное дело, на первых порах. Был РМР, очень такой болезненный для клуба, но никаких решений мы глобальных не принимали, потому что мы их уже приняли, наметили путь, по которому надо идти, старались мыслить дистанцией. Вот, потому что мы пошли на определенный риск, и любой молодой игрок, он нуждается во времени, ему надо давать это время, и, в общем-то, мы видим сейчас, для чего это делалось. Ну, если честно, казалось, что нужно больше времени молодому игроку, потому что как-то Валера ворвался, знаешь, с двух ног. Да, ему нужна была адаптация. Ну, там буквально пару турниров. Да, но в целом все выглядело так, как будто он, в принципе, был рожден для этого, собственно говоря. Побеждать. Да. Кто принимал решение по поводу окончательной замены Валеры? Это был Андрей, или вы все вместе, коллективно, там, с Лешей с Хаусом, с тобой это обсуждали? Ну, вообще, все, что касается КС, понятно, что главный Андрюха, но фактически у нас есть группа, я, Миран, Хаус и Андрей, и мы каждый понедельник у нас такой статус синхронизация, мы созваниваемся, обсуждаем, что происходит в джуниорах, что происходит в основе, что происходит в юз, там, не знаю, придумываем какую-то дорожную карту, что мы делаем дальше, кого готовим, на какую позицию. То есть мы координируемся вот все время. А по решению конкретно попробовать Валеру, наверное, общее, так как очевидно было, что команда нуждалась в каких-то изменениях. И для нас очевидно было, что если мы запустили проект Академии, то мы должны быть последовательны, и мы не должны покупать, выходить на рынок, искать уже готовых игроков, потому что это ломает модель, которую мы строим. Кажется, что это был выбор без выбора, давать шанс нашим воспитанникам. Одно из самых главных противостояний для Na'Vi в этом году CSGO — это, конечно же, команда Gambit. И таким ярким хайлайтом этого противостояния, одним из, по крайней мере, был StarLadder RMR. Можешь рассказать, что тогда происходило в организации, вообще, в принципе, с какими эмоциями ты наблюдал за этим турниром, он таким был важным, и после этого стал ли это, по твоему взгляду, таким отправным пунктом? Камбэка. Да, наверное, вот как раз RMR и был, потому что, финал с Gambit, потому что неудачный РМР до этого, непонятка в принципе с очками на мажор. И, конечно, да, вот думаю, что это и был переломный момент.
StarLadder, спасибо им, устранил все дыры, да, и возможности для того, чтобы там использовать GameSense в матчах. Вот да, кстати, насколько эта ситуация с Акумой вообще, вот насколько серьезно вы к этому отнеслись? Когда это произошло, когда мы проиграли Акуме, о чем вы подумали? Ну, подумали о том, что хочется послушать TeamSpeak, а их не оказалось. Вот, ну, мы на самом деле знали, что их нет, потому что, как бы, когда они пишутся, команда знает, что они пишутся. Не знаю, было очень странно было нежелание турнирного оператора этим заниматься. Они как бы озвучили, что провели внутреннее расследование, никто не виноват, они чисты, хотя фактически, ну, любой профессиональный игрок или аналитик, или комментатор все понимал. Вот. И TeamSpeak, конечно, не помогли бы, наверное, доказать вину вот так на 100%, тем не менее, ну, какую-то бы картинку... Ну, там все равно были некие очевидные факты. Даже без этого, да, но достаточно было просто TeamSpeak. Вот, тем не менее, этого всего не было. Мы, конечно, расстроились. Мы не только Акуме проиграли, мы еще и на Нюке проиграли, по-моему, Энтропикам на этом РМРе. Ну, Энтропикам не так как бы было, мне кажется, Ну, и они шокирующе. хорошо играют Да. Нюк в целом, но anyway, достаточно был тяжелый период. Если я правильно помню, мы еще тогда как раз обновляли нашу идентику, и у нас там появился новый там слоган. И как раз вот РМР уже старладеровский, он, ну, наверное, показал, что мы сдаваться не готовы и только разозлились. Следующий турнир был Кёльн, верно? Уже после РМР, перед Да, отпуском, да. который ребята забрали. Это был первый лан Валеры, и, в принципе, первый лан за долгое время, даже в таком очень закрытом формате. Ну, пусть еще, да, не полноценный лан, да, без зрителей, студийный, тем не менее. Тогда уже закрались мысли в твою голову, что мы заберем мажор. Да, я изначально, наверное, и в начале года у меня такие мысли были, и в прошлом году, если вы помните, я даже писал итоги года и говорил, что мы у всех выиграем. Вот, это мне не свойственно, но абсолютно точно верил в команду, верил в Андрюху, верил в то, что он понимает, что он хочет построить. И с момента прихода Валеры понимал, что нам просто надо время. Там, пару месяцев, 2-3 месяца достаточно, чтобы команда наиграла, ну, какую-то базу на там, 5, хотя бы 4-5 картах. Ну и вот мы дождались мажора, он состоялся еще и со зрителями. Вы туда приехали с руководством, мы всей большой компанией смотрели, как Нави просто уничтожали своих соперников на этом турнире. Вот что ты почувствовал, когда ты увидел, как ребята подняли этот кубок? Облегчение. Ну, потому что это была мечта не только там отдельных игроков или тренера. Это была моя мечта. Это была моя мечта с первого дня, когда я не пришел в Нави, а когда я стал заниматься спортчастью, потому что приходил я там, ну, на административную роль, и первые пару лет я к составам никакого отношения не имел. А вот когда уже стал там спортивным директором, то однозначно цель была для КС это мажор. Ну, как, наверное, у любого человека, который как-то вовлечен в Counter-Strike. Ну, непередаваемо. Очень приятно, как-то так выдохнул. Это такая ачивка, которая уже навсегда. Это было очень важно для многих игроков, это было важно для Саши, да, и я помню там, всю ту историю с мебрами, да, как тяжело было, как близко был уход, например, того же Саши, но все было не зря. Вот такие где-то. Вопрос, который ощущения. чаще всего поднимался дальше, ну, в отношении игроков, это как найти мотивацию после того, как ты выиграл мейджор. Тебе нужно играть через сколько неделю, там 2, по-моему, да? Осенние финалы Бласта, которые еще и ничего не решают для команды, потому что у нас уже есть слот на глобальные финалы. Вот, ты общался с ними? Как они относились вот к этому вот следующему Бласту, к этому лану? И что ты думал? Ну, и у нас не было возможности отказаться от этого лана, правильно, чтобы отдохнуть немножко? Не было, да, и с точки зрения мотивации, наверное, было сложно. Тем не менее, конкретно на Blast Fall Finals, во-первых, были не все топ-коллективы, во-вторых, хватило еще какого-то наката, да, вот, то есть они просто
по инерции. И был еще запас, как ты помнишь, на мажоре все достаточно легко сложилось с точки зрения карт, не было проигранных матчей, не все карты мы сыграли, то есть у нас был какой-то запас и тактический, и моральный, эмоциональный, и, в общем-то, опять же, публика, да, она очень подпитывает таких опытных игроков, как Саша, Элика, но оно заводит. Да. Всех, на самом деле, всем очень понравилось. И Валерии, и Илье, и Кириллу. Все очень от этого выхода команд, от этой аудитории очень заряжались. Им понравилось, мне показалось. Да, ну вот, собственно, на Fall Finals сил хватило, а вот уже Global Finals, кажется, было очень тяжело. Вот. Да, и первое поражение за долгое время Ликвидом. Вот о чем ты подумал, когда мы проиграли первую игру? И переживал ли ты, что мы можем завалить этот турнир? Переживал, конечно, и понимал, что вроде как оно глобально ничего и не меняет. Да, мы выиграли Grand Slam, выиграли мажор, выиграли несколько престижных турниров, выиграли все ланы. И вроде как, все равно год успешный, тем не менее, такая была бы ложечка дегтя, очень приличная. Смазать, финал сезона не хотелось. Вот, тем не менее, видел, что мы сами проиграли игру с Ликвидами, поэтому понимал, что это можно пофиксить. Да, что это были наши ошибки, а не то, чтобы нас переиграли, да, мы проиграли. Когда ты видишь такое, то, в принципе, ты понимаешь, что, если парни будут в фокусе, то все будет хорошо. Так и вышло. Собрались, забрали хороший финальный аккорд года. Считаешь ли ты, вот опять же, все говорят об эре, что выиграть мажор мало, что нужно, чтобы была своя эра, как была у Астралис, как была у Fnatic. Вот считаешь ли ты, что эра может состояться, даже когда команда проигрывает проходные матчи? И что считается вот эрой? Тоже многие об этом спорят. Сколько нужно выиграть турниров, сколько нужно выиграть мажоров, чтобы сказать, вот это эра? Я не знаю, это субъективно. Кто как хочет, пусть там так эти эры и считает. Вот, я вижу, что парни хотят большего, хотят бить рекорды, хотят продолжать удерживать лидерство как в рейтинге HLTV, так и не готовы останавливаться на одном мажоре, одном гранд-слэме. Сейчас я вижу потенциал того, что эта команда еще год-два без замен может просуществовать, не просто просуществовать, а доминировать. Но все зависит только от них, и каждый из них — это частичка механизма. И если даже одна шестеренка будет давать сбоить, то всякое может случиться. Но пока тфу-тфу, настрой серьезный. Мы в начале года соберемся еще на один буткэмп перед Катовице. И, надеюсь, хорошо стартанем. Плюс многие команды пошли на замены. Наверное, не в последнюю очередь благодаря нам, да, потому что многие из них хорошо выступали в течение сезона, но хорошо это было топ-2, топ-3, но не было первых мест. Это многие клубы также не устраивает, и у них там амбиции выше, и поэтому они решились на замены, на решафлы. И поэтому какой-то период, месяц, два, три, думаю, это пойдет на руку тем командам, которые составы не меняли, то есть нам, Гамбит, возможно, еще кому-то. Я вот пытаюсь вспомнить, кто же еще не пойдет на замены. По-моему, у всех сейчас топов будут какие-то замены. Топ-5 практически точно. У всех, да. Расскажи, вот такой невероятный успех нашего CSGO состава отражается неким образом на коммерческом успехе клуба, не считая призовых? Да, отражается напрямую. То есть, во-первых, мы являемся партнерами в двух лигах Blast и ESL, и мы участвуем в программе распределения доходов. То есть с этих лиг мы получаем определенные доходы, которые в большей степени идут клубу, и какая-то их часть игрокам. И вот эти доходы, они зависят напрямую от ряда факторов. В ESL это просмотры и результаты, в Blast это просмотры и результаты и там использование наших соцсетей для промо-лиги и так далее. И вот и там мы топ-1, если я не ошибаюсь, соответственно, достаточно высокие цифры у нас в этом году по доходам от лиг, очень высокие по призовым, очень высокие по стикерам, так как, во-первых,
Valve, учитывая, что 2 года не было мажоров, они за Rio, не состоявшийся Rio Major, выпустили стикеры, которые продавались не месяц, как всегда, а где-то месяца 3. И, соответственно, суммы там очень существенные. Да, в большинстве своем клубы большую часть отдают игрокам. Тем не менее, это все равно очень, то есть это семизначные цифры, это большие доходы и для клуба, и для игроков. Я не могу сказать, что это отразилось как-то на спонсорских контрактах, потому что мы, в принципе, как забиты под ключ, да, но это отражается на наших пересмотрах на следующий год, на увеличениях, на улучшениях там, условий, уменьшения обязательств и так далее. То есть, да, конечно, влияет. Ты сказал о том, что у нас не предвидятся замены, что, наверное, им можно было предполагать. Валера является невероятно успешным проектом Na'Vi Junior. В связи с этим вопрос, какова судьба других ребят? Вот у нас новый состав Na'Vi Junior был анонсирован. Какие планы на них и как вообще будет работать эта модель в дальнейшем? Обсуждали ли вы это? Да, будет работать так, как изначально задумано, то есть у нас должны быть циклы. Чтобы у нас появлялись новые таланты, новые звезды, для них должны освобождаться места. Да, если сейчас в основном составе этих мест нету, потому что мы видим, что команда доминирует и, наверное, себе во вред, да, сейчас делать какие-то замены, то, наверное, вот те ребята, которые уже сейчас переросли Na'Vi Junior, мы должны им дать возможность искать себя в других клубах, поэтому весь состав выставлен на трансфер, по кому-то в переговорах, кто-то там думает, будет играть со Стаком или с каким-то клубом, кто-то уже в другом клубе. Кто? Пока, наверное, нельзя анонсировать, так как, я думаю, это интервью выйдет немного раньше, чем официальный анонс. Но да, все, наверное, догадываются, понимают, о ком речь. Да, кто-то уже в другом клубе. И кажется, что это тоже очень классный индикатор работы нашей академии, потому что, Counter-Strike не футбол. У нас нету состава из 30 человек, где ты можешь молодежь вводить плавно, давать им возможность тренироваться с основой, постепенно учиться и так далее. Здесь все ограничено 5. Да, были вот попытки существования Six-Man ростера как такового, да, от нас, от Vitality, от Astralis, да, но это очень не нравится издателю, и, соответственно, перспектив у этого подхода немного. А соответственно, если основной состав ограничен 5, то те ребята, которые уже over-qualified для джунов, мы должны их отпускать. Это... То есть это сейчас самая главная стратегия, в принципе, проекта Na'Vi Junior, правильно? Да, то есть если... Подготовка кадров, фактически. Подготовка кадров, и то же самое происходит в Юз. Сейчас большая часть Юз состава перешла в Джун. Опять же, мы активно набираем Юз, поэтому все знаете, что есть лендинг, страничка Road to Na'Vi. Вы можете круглый год подавать заявки на попадание в нашу академию. И да, этот процесс будет цикличный, да, нам будет необходимо прощаться иногда и с очень сильными игроками, просто потому что в данный момент, да, места нету, но и мариновать человека там на тир 3-4 уровня, если он уже способен играть на более высоком, это не наш подход. И, как говорил ранее, мы, надеюсь, только в каких-то, наверное, форс-мажорных случаях, но надеюсь, что нам не придется, в принципе, в КСе покупать игроков, потому что мы хотим вести их там с 13-14 лет и до момента попадания в основу. Поэтому да, друзья, участвуйте в Road to Na'Vi, видите, что все возможно. Все, мы, в принципе, обсудили, наверное, все события главные, которые произошли за этот год, да? Мне так больше ничего не вспоминается. Их, конечно, было огромное количество, но, по крайней мере, самые позитивные мы обсудили. Какой план? Ты говоришь, буткемп у ребят будет в начале года, правильно? А пока отдых. Да, сейчас отдых, сейчас ребят не трогаем. Они должны ресетнуться, это очень важно. По ощущениям, они устали, вот это по форме? Максимально, да, то есть это было видно на бласте, это вот было прямо из последних сил, это победа, и
Очень тяжело она далась и в финале, и первая карта была проиграна. Поэтому абсолютно точно нужен отдых, перезагрузка. После этого с новыми силами соберутся на буткемпе, либо в Киеве, либо в Берлине еще обсуждаем. И будем готовиться к первому крупному лану в году. Причем, насколько мне известно, проданы уже все билеты. Ну, это один из самых крутых залов, в принципе, в киберспорте, да. по ощущениям, по публике, поэтому 14 тысяч — это те турниры, которые вот в особенности дарят эмоции, потому что, ну, сложно так радоваться, наверное, в студии, да, совсем не то. Нежели когда, да, там многотысячная толпа кричат, поддерживают, радуются с тобой. Вот поэтому очень ждем Катовице и надеюсь, что в целом еще год, а может и не один, мы сможем находиться на вершине. Для этого нужно хорошенько отдохнуть. Спасибо тебе, Женя, за то, что ты был с нами откровенен, с нашими подписчиками. Друзья, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, написать свой комментарий. Мы поздравляем вас с наступающими. Спасибо, что были с нами на протяжении всего этого классного года. И надеюсь, что в следующем году ваша любовь к Нави только еще больше возрастет. Правильно? Правильно. Совершенно верно. Всем пока, удачи. друзья.